Всем привет! Сегодня буду рассказывать вам о своей второй поездке в Венесуэлу. С первой видео выйдет уже, наверное, никогда, но вторая на этом канале останется. Надеюсь, что я домонтирую. Целью поездки в этот раз был выпускной Луиса, но еще покажу вам совсем чуть-чуть островной части, потому что в начале как раз-таки поездки мы отдыхали на острове Маргарита. Кстати, это очень популярное место среди российских туристов, потому что очень простое авиасообщение. Давайте смотреть. Приятного просмотра. Я уже на вокзале. Если покупаете билеты в Россию, обязательно в форме нужно указывать отчество, потому что вот мне сейчас сказали, я не знала. Аутфит такой. Когда я ехала в поезде, я поняла, что я оставила не тот номер телефона своему другу, на который он должен был закинуть мне деньги. По приезде в Москву я бегом просто в соседний Макдональдс, который был возле вокзала, чтобы написать ему: это не тот номер, не отправляй туда деньги. Я пыталась сделать это с белорусской сим-карты еще, пока мы не выехали из Беларуси, но я это обнаружила прямо на моменте, когда мы были на границе. В общем, я думаю, сейчас подключусь к Wi-Fi, все будет окей. Я не смогла подключиться к Wi-Fi, спойлер. Я попросила девушку за соседним столом, чтобы она мне положила деньги на телефон. В итоге все как бы хорошо разрешилось, конечно же. Ты понимаешь, что ситуация решится нормально в любом случае, но в моменте ты такой: так, стресс. После этого инцидента, когда написала, что номер не тот, все не то, даже не захотелось никуда идти, ничего не искать. Я просто сразу поехала в метро на станцию Саларьево. Боже, мой любимый ТЦ. Оттуда просто прямой автобус идет в аэропорт. И я решила, что вот 8 часов я буду тусоваться в этом ТЦ, чтобы со мной ничего точно не произошло. Сижу, жду в ТЦ. Уже поела 2 раза. Купила в дорогу себе всяких штук. Попереводила названия всяких сладостей на испанский. Теперь сижу, жду времени, чтобы поехать в аэропорт и сидеть там. Нет, никто. Абсолютно никто. Это так чисто, чтобы распознать потом. Надеюсь, поможет. Из новостей я устала. Я прошла все контроли и теперь просто жду посадки. И вылет через час. У меня уже так болит голова, это капец. Я купила воду за $2. Обожаю аэропорты. Чисто вайб Турции, где тоже $5 за воду с батончиком. Ну, зато никаких вопросов. Куда летите, зачем летите, вообще подтверждения какие-то. У вас есть российское гражданство? Нет? Ну ладно, пока. Летите куда хотите. Летали ночью, а сейчас летим вот и светло. Что с этим делать? Спать тоже не хочется. Пока вы наблюдаете за моим ужином, расскажу впечатление от полета. В принципе, лететь было не так долго, но не было экранов, поэтому я просто спала почти всю дорогу. И здесь я уже завтракаю. Кстати, хочу отметить, что еда действительно была неплохая. Всем. Я уже на национальной стороне аэропорта. Мне тут 5 часов. Придется еще лучше ждать. Есть такие зарядные станции, не знаю, где мне сесть, поэтому пока здесь 5 часов буду торчать. Все по очереди зарядить на всякий случай. Страшно потеряться, а еще это из-за того, что внутренняя сторона, все на испанском. Давайте сразу проясню эту ситуацию, почему мне пришлось ждать Луиса 5 часов, потому что я прилетела на остров, Луис как бы из Каракаса должен был вылететь, и у нас никак не получилось взять нормальные билеты, чтобы время ожидания было не такое большое. I'm on vacation, and every single day I love my occupation. Hey, hey, hey. Всем привет! Второй день в Венесуэле. Что мы делаем? Мы бреем мои штаны, потому что здесь дофига катышек. Мы вышли на море. Просто посмотреть, потому что мы только что были на завтраке. Привет. Привет. Вот как снимаете какие-то идем к бассейну, вообще ничего не делаем, ходим, едим, пьем, валяемся, отдыхаем. Короче, еще был дождь утром,
Поэтому вышли только сейчас. Now I can zoom even on it. У меня, кстати, так потеет объектив, что мне приходится вот тряпочкой такой все протирать. Товарищи путешественники, go. Здесь у нас находится бар. Прямо здесь у нас выход к морю туда идет. Но он открывается только в 7, поэтому мы тут наблюдали за рассветом. И сейчас мы идем показывать вам территорию. Уже тепло, 6:15. Тут все живут вот в таких бунгало. Тут еще много собачек на территории, кстати. Is it a tree? Is that a chicken? Типа дерево, а из него кактус растет. Обалдеть. Короче, мы думаем, что здесь сова. Ну, знаете, вот это. Или филин. Но я не знаю, как сказать филин на английском. Поэтому я говорю, что это сова. Do you see? Кокос так вот выглядит. Hello! Hi, cutie. Yeah, guys, come here. As you hear, there is a bird. Please look at your right. Look at your left. Did you guys see coconuts? Uh-huh. I think I have business. Bye. She's following us. Well, we are following her. На территории отеля у нас вот есть такие здания, пару штук. Мы предполагаем, что вот они закрылись. Ну, потому что кризис был. Ситуация все-таки в Венесуэле не очень простая, особенно в экономическом плане. Нужно брать это в расчет. Когда, наверное, люди сюда едут, это точно не будет там какой-нибудь 5-звездочный отдых, как, не знаю, в Турции, например, той же самой. Ну, в общем, ехать сюда точно с ожиданиями того, что здесь будет, типа, суперкомфорт. Не надо. Муравьи, трудяги. Несут листики всякие. У нас собачка все еще ходит с нами. Это манго. Дерево манго. Вот так плоды выглядят. Последний раз тут походим. Ну и вещи нам уже собирать надо будет, потому что мы где-то в 11 часов нам нужно быть уже на ресепшене, чтобы выселять. Так не хочется, если честно. Мы в прошлый раз где-то на 3-4 дня оставались. А сейчас только 2 ночи были, но все равно классно. Вода, кстати, такая достаточно прохладная. Где-то здесь, на этом пляже, вот видите, вот такие ограждения. Они сделаны для черепах. У нас пляж вот находился через дорогу. Вот эта дорога. Я думала, мы до пляжа будем идти. Сводка событий. Приехали в аэропорт уже национальный, потому что нас сейчас ждет перелет в Каракас. Сказали еды. Вот будем есть tequeños. What is made of? Cheese? It's like a mozzarella finger. Короче, как сыр в панировке. Такие пальчики, стики. Летим, кстати, вот этой авиалинией. Самый tequeños. Пользуясь моментом, говорю, что мы приземлились в Каракасе и показываю вам туалет. Обычный, чистый, все окей. Я бегу, потому что там Луис меня с багажом ждет. Дальше ждала долгая дорога в другое место. Кстати, в Каракасе очень много таких туннелей, которые проходят прямо через горы. О, да, очень много муравьев. Заходим. Тут у нас сразу зеркало весь рост. Я говорю, надо снять, что у нас есть, пока мы все не загадили. Луис. Просто кровать с картиной. How much the... The night? Or in the middle of the week, $75. Weekends, $110, I think. I think it's beautiful. Bloggers. Доброе утро. Показываю вам быстро аутфит. Вот кольца надела. Идем на завтрак. Там Луис разбирается с сейфом. Там павлины, кстати. You can, come on, you're doing great. Okay, that's a lot.
unexpected for them because, as you can see, all the sky is closed by the trees, so they can move around everything without going to the floor. Is it like koi fish? No, it's similar. It's broken years ago, which they adapt to the. Покажу вам ящерицу. Ящерица? How it called? Capilla. Traditional. For colonial style, it's capilla because it's smaller than a church. Вот она проблема венесуэльской погоды. Из этого цветочка появляется банан. Шли. И бамбук нашли. It reminds me like I'm in a Avatar world. Так непривычно, потому что я всегда вверх смотрю, и я просто обалдеть. Стало очень темно, потому что над нами огромная туча. Гадайте, кто под дождем идет? Все бы хорошо, но у нас камера с собой. Пока у меня есть время, я вам расскажу, что с нами произошло, пока мы ехали сюда. Здесь есть что-то типа блокпостов, где проверяют машины, грузовые машины особенно. И таких постов очень много. На одном из таких постов нас остановили просто потому, что я не успела вовремя, знаете, немножко спрятаться, чтобы меня никто не видел. Ну, понятно, что я иностранка, вот, и поэтому нас остановили что-то типа полиции, и они задавали очень много вопросов. Они не должны задавать эти вопросы. Ну, знаете, они просто хотели, типа, с нас денег, может, каких-то. В какой-то момент чувак спросил, говорю ли я по-испански. Конечно, не говорю. Он сказал, что по-английски между собой переговариваемся. Он сказал, окей, пусть она что-нибудь говорит на английском. И я на английском начала, знаете, топик. About me. Это было глупо, потому что я уже прилетела в страну, у меня стоит в паспорте отметка того, что я прошла через миграционную полицию. Другой потом полицейский к нему подошел и говорит, если они летят с острова, то в аэропорте их уже смотрели, допросили. Если были вопросы какие-то, то уже они были заданы. Неприятная ситуация. Luis. My background. Literally by black. yard. Black. The black. Back- What sounds did they make? Как бы одной находиться в аэропорту, в аэропорте. Я клянусь, я гуглила. Перед тем, как вот это все говорить, я гуглила, как правильно, и я не помню.